Привет, дорогие друзья, я Хуман. Сегодня будем готовить хорешты кяду бадемджан. Бадемджан – это баклажан, кяду – это кабачки. Нам понадобится куриные ножки, кабачки, помидоры, баклажаны, перец сладкий, чеснок, лук, лимон, томатная паста, шафран запаренный, из специй красный перец, черный молотый перец, тимьян молотый, куркума, кусочки корицы, соль. Обчистим 1,5 килограмма баклажан. В холодную воду добавим горсть соли, чтобы у баклажанов убрать горечь. И так они будут меньше масла впитывать при жарке. Опускаем баклажаны в воду. И чем-нибудь накрываем, чтобы они не всплывали. Оставляем на 30 минут. Вынимаем из воды и хорошо обсуживаем салфеткой. А то при жарке будете обстреляны маслом. Баклажаны прорежем по сторонам. Вот так. Немного оливкового масла разогреем на сковороде. И выкладываем баклажаны. Хвостики пока не обрезайте. С ними легче переворачивать и вытаскивать баклажаны. Хорошо обжариваем. У кабачков отрежем хвостик и носик. И порежем на 2 или 4 кусочка, в зависимости от размера. Возьмем 800 грамм до килограмма. Вообще все обжаривать удобнее на двух сковородках, быстрее. Перец порежьте произвольно, но не мельчите сильно. Разрежем 5-6 средних помидор пополам. Не забудьте вырезать там, где крепились полудоножки. В сковородку льем масло. Выкладываем помидоры и перец. Обжариваем. Полтора килограмма куриной голени. Прорезаем в нескольких местах до кости. И приготовится быстрее так. И лучше пропитается соусом из овощей. Обжариваем в разогретом масле. Так мясо не разлезется и не будет давать пену. Пока курочка обжаривается, сделаем зажарку. 2-3 средних лука порежем как удобно, но не мелко. В этом блюде используется много чеснока. 2 крупных головки. Зубчики порежем на несколько кусочков. В кастрюлю зальем растительного масла и в разогретое высыпаем лук. Когда он немного размякнет, добавим чеснок.
1 чайную ложку куркумы, 1 чайную ложку черного молотого перца, 1 чайную ложку тимьяна, соль по вкусу, несколько кусочков корицы. Не используйте в этом блюде молотую корицу. Испортите и цвет, и вкус. 1/3 чайной ложки красного перца. Со специями обжарим минутку. И добавим обжаренный перец. Теперь нальем шафрана по вкусу. Добавим 4 столовых ложки качественной томатной пасты. Чем больше обжариваем томатную пасту, тем красивее и вкуснее будет блюдо. Только осторожно, не сожгите. Выкладываем курятину. Заливаем крутым кипятком, чтобы покрыло ножки. Блюдо еще не готово. Ну, посмотрите, какой цвет красивый. Только потому, что хорошо обжарили томатную пасту. Закрываем крышку, пусть немного поварится. Минут через 20 добавляем сок половина лимона. Закрываем крышкой. Когда курица будет почти готова, баклажаны вместе с плодоножками выкладываем на курицу. На баклажаны кабачки. И сверху помидоры. Закрываем крышкой, варим, пока овощи не будут готовы и не пропитаются подливкой. Овощи должны пустить сок, и подливка должна заполнить кастрюлю. Этот хореш можно готовить и с курицей, и с другим мясом. Можете делать вообще без мяса, если вы вегетарианец. Можете вместо мяса взять грибы, чтобы блюдо было сытнее. Можно подавать с хлебом и рисом, и еще с лайком. И не забудьте комментарии.